Привет, дружище! В этом ролике я покажу, как достать интернет в плохих условиях. Из-за военных действий в Луганске часто не было света, поэтому мобильные базы не работали. Мы пробовали очень много способов добычи интернета и выявили 3 самых эффективных метода. Первое – это поймать сигнал 3G с России. Второе – попытаться выловить интертелеком. И третье – это GPRS на старом телефоне. Для этих способов мы использовали вот эти антенны. Волновой канал, двойной квадрат, баночные, штырьевые или дипольные антенны. Но мы остановимся на двойном квадрате с рефлектором. Вот в данном образце. Способ первый. Поскольку в Украине нет 3G интернета, а Луганск находится недалеко от границы с Россией, то мы решили поймать сигнал 3G с России. И мы подключали к телефону множество антенн через этот разъем. Он есть почти в каждом телефоне. Я пользовался вот этой антенной для 3G. А в этом ролике есть изготовление антенны биквадрат, но для частоты Wi-Fi на 2,4 МГц. По данной схеме можно сделать антенну для 3G на 1800-200 МГц. Эту антенну мы закрепили к телефону. Затем можно вылезть на крышу и вылавливать сеть. Антенну на 20 градусов правее. О, отлично, сигнал лучше. Еще проверни на 5 градусов левее. Принял, обновлять. Так, обновился. О, отлично, вот так и оставь. Так очень хороший сигнал. Будем тестировать. Все отлично, можешь слазить. Все, давай, отбой. Отбой связи. Поскольку сетей телефона идет много, необходимо выставить принудительный выбор оператора. Это касается только приграничных зон. Но ты не будешь постоянно сидеть на крыше, поэтому можно включить режим модема, при котором телефон будет раздавать Wi-Fi. Этот способ показал хорошие показатели по скорости. На данной скорости можно спокойно смотреть ролики в HD качестве и даже онлайн-телевидение. Способ номер 2. Когда все-таки иногда включают свет, появляется интертелеком. Интертелеком – это украинский национальный CDMA-оператор, предоставляет услуги местной и мобильной связи стандарта CDMA 2000. Но его базы находятся от нас слишком далеко, и нам приходится тоже что-то мудрить. В этом случае мы решили антенну купить. Заходим в магазин и выбираем дециметровую антенну. Нижние частоты стандарта CDMA пересекаются с ТВ-диапазоном, а рабочая частота интертелекома 800 МГц. Поэтому подойдет и телевизионная антенна. Провод необходим RG58. Нужно избегать скруток и спаек на проводе. На них теряется сигнал. К примеру, на разъеме можно потерять до 2 дБ. Мы выпаяли разъем и припаяли напрямую к плате. Также важно соблюдать поляризацию. Необходимо антенну установить в вертикальном положении. У этого способа есть много приоритетов. За счет низкой частоты волны хорошо огибают препятствия, и можно пользоваться интернетом более чем за 30 км от базовой станции. А также меня порадовали показатели скорости. Скорость просто отличная. Из недостатков это габариты. Антенну не положишь в карман и с ней не погуляешь. Ну а если денег на модем нету, все магазины закрыты, тогда самое время порыться в старых вещах и поискать какой-нибудь телефон с мощной антенной. К этим телефонам относятся старые Nokia, Samsung с внешними антеннами, Siemens, Sony Ericsson и так далее. Из этих телефонов я выбрал Samsung. Благодаря своей наружной антенне он хорошо себя зарекомендовал. В этом случае нужно сделать антенну чуть больше. И вот размер антенны, которая работает на частотах 900 и 1800 МГц. Подсоединяем кабель к компьютеру и пользуемся интернетом. В этой системе есть ряд минусов. Согласно показаниям спид-теста, скорость не достигала даже 10 мегабайта. Ну а из положительных моментов это надежность. Если пропадал один оператор, то можно было переставить сим-карту и пользоваться другим оператором. А как ты вылазишь во всемирную паутину? Пиши в комментариях, рассказывай друзьям, подписывайся, ставь лайки, а также смотри наши видео.